Ну что, приветики. Приветики всем. Привет, Родиончик, привет, Юрочек, привет, Зерольчик, привет, Райкер. А Веснушку я и так видел. Но тебе тоже привет. Так, я вроде все подготовил, поэтому сейчас быстренько все включу. Я думаю, даже если болтать будем, то это... уже в игре поболтаем. Поэтому я сразу запускать буду. Где она, я найти не могу опять. Как бы до клуба пока далеко, чтобы болтать там. Но в целом место отличное, чтобы сесть за столик и что-нибудь обсудить. Ждем вебку. Ну, я сейчас включу. Рады слышать. Спасибо, я тоже рад видеть вас. Но что-то настроения на Invisible War вообще не было. Так я решил, чтобы не сидеть с кислой миной, отложить его до поры до времени. Пиу-пиу по пришельцам. Ну, будет. Его здесь точно будет много. Но сейчас буду вспоминать. Я помню, в свое время мне прям геймплейная разница между первой и второй частью казалась прям колоссальной. Адам не расстроился. Ну, я же говорю, никаких проблем у меня с Invisible War'ом тоже не было, но... какой-то он настолько заурядный, что... не знаю, вот... хочется сказать, что вот прям времени своего на него жалко. Так, все тихо. Уже загрузочный экран. Надо поэтому тушить. Ари услышим в игре. Так... в принципе, вот он я. И вот он Mass Effect. Будет ли хоть чуть-чуть изменения в Legendary Edition? Ну, вроде говорят, минимальные. Так, а настроек никаких вообще нет, да? А, дополнительные это настройки. Графоуни, графоуни. О, кстати, о погоде. Я монитор заказал. Должен в понедельник приехать. Уровни использования сил отрядом. Наиболее эффективные умения. Наверное, я выключу. Субтитры на месте, сохранение на месте. Окей. Перенос персонажа. Станет Шепард, 49 уровень. 49 из 50? Угу. Офисный квадрат. Нет, кстати, я заказал 27-дюймовый 2К монитор. Если он прям будет кайфовый, то, скорее всего, конечно, он Наташе перейдет. Вот, но если он будет примерно такой, как я думал, более или менее такой же, как мой, только 2К и больше дюймовкой, то останется мне. Как думаете, за сколько? Ну, в плане, предложение было выгодное. Калибровка в настройках не было в оригинале. Ну, я на пеке Mass Effect 2 вообще буду впервые проходить. Я всегда на консоли проходил. Вроде настройки через отдельную иконку открывается. Ну вот нашлись какие-то. А, ну в целом вот они. А, это... слушай, я думал заново выбирать. Зачем, если комп не тянет? Ну, комп-то обновляться будет. Я в целом помню все это. Ну, давай, допустим, напомню. Эшли... совет был спасен. Ну, как бы, да. Больше важных решений не было. Это факт. В целом. Жесть. Я так люблю вторую часть. По-моему, прям лучшее, что сделали BioWare после Knights of the Old Republic. Ну и с учетом того, что я Neverwinter Nights толком не прошел и Baldur's Gate не играл. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth.
and still it's not enough. Но здесь, по-моему, раньше камера чуть-чуть ниже была. We're at war. Может быть и No нет. one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Месяц прошел. Ну, примерно столько же, сколько после прохождения. Нормандия хороша, конечно, но ее вторая версия помогает забыть и справиться с утратой. Сейчас пока ролик идет, а потом все почитаю. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. Уровень режиссуры подрос, конечно, вообще невероятно. Picking up something on the long-range Не в scanner. смысле он идеальный, а в смысле на Unidentified фоне vessel. первой. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers. Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Крики мое уважение, чувствуется. Рвань. Так, Лиарочка. Помогает забыть про страховки. Но там не я был. Там был какой-то другой чел. Да пусть постараются. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. Да шутишь, что ли? I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard. Liara, go. Давай, я найду тебя. Now. Aye, aye. В этой части Лиара уже классная становится. Персонажка во втором Mass Effect классная. Ну не вот этот тут парень, хотел сказать, девушка. Да, Нормандия красивая. Смотрите в эти глаза. Это глаза влюбленного человека. О, хоть что-то заставило этих ребят уйти отсюда.
Физон? Физон. О, квадратики вместо кружочков. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Да уже никто не может. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. Начинается. They're coming around for another attack. Прям мурашки пошли. Заживет. Творожку поешь. Для твоих, правда, там не хватало места? А, откинула. Жесть, Шепард герой. Космические взрывы самые красивые. Если вы понимаете, о чем я. Все, так и будешь летать в обдристанном комбинезоне. Жесть, это очень крутое начало для сиквела. Во многом даже хорошо, что в ремастере почти ничего не трогали. Потому что просто ничего и не нужно было трогать. Привет, Комбомбер. Интерактивный комикс, резюмирующий события Mass Effect 1. Хотите с его помощью выбрать свою предысторию? Нет, у меня свои сохранения. Но я помню на PlayStation, когда я проходил, тогда еще не было первой части. Это вообще была единственная возможность восстановить события оригинала. По-моему, кстати, он даже адекватный. Было бы прикольно на него глянуть, но опять же, а смысл, если у меня сохранение есть? Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Пришло время загрузок. Вот, кстати, на консоли так много было загрузок. Это просто кошмар. Там одна на одной была просто. И даже это не мешало наслаждаться игрой. А вот Skyrim, конечно, мешало очень сильно. Я думаю, я не буду менять внешность. Ну, как бы, да. Можно специализацию поменять, да? Я думаю, я все равно останусь адептом. По-моему, уже в сиквелах и триквелах специализация это поинтереснее, чем в оригинале. Сингулярность, деформация, бросок притяжения. На словах вроде бы то же самое. Крупнокалиберный пистолет и пистолет-пулемет. По оружию немножко сложнее, да? В теории, по-моему, спокойно можно брать штурмовика.
Биотический заряд, притяжение, волна. Ну вот у него сингулярности нет. Дробовик, крупнокалиберный. А, так у него только дробовик добавляется. В чем тогда смысл? Не, забей. Забей, буду адепта, буду все равно мага пытаться делать. Крутые шмотки у призрака и у Тейна. За высокими воротниками будущее. Ну, по-моему, здесь что-то в таком же духе в гардеробе у Шепарда есть. Ну, такое, не совсем оно, конечно, я понимаю. Так, ну, специалисты по биотике, обезвреживать, убивать врагов, все понятно. Не слишком ловко управляются с оружием, но могут победить и без единого выстрела. По-моему, накинуть какую-то пушку можно будет, но я не уверен. Блин, снайперка крутая такая будет. На корабле жуков. Ладно, пойду. Так, достижения дают доступ к следующим бонусам. Выберите один из них. Бронебойный... спасибо, кстати, что описываете. Ну, я помню... Да я не хотел! Я не нажал, я просто смотрел. Бронебойные патроны, барьер, удар. Удар звучит интересно. Оборона, усиление щита, наверное, нет. Поглощение энергии, наверное, тоже нет. Опустошение звучит уважаемо. Ну, удар на бросок, похоже. Бог знает, что оно действительно обозначает. Опустошение звучит чем-то крутым. Нервный шок. Хрен знает, может парализовать будет. Патроны тоже не хочу никакие брать. Давай опустошение возьмем. Звучит слишком аннигилирующе. Something's wrong. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Наверное, главный недостаток Миранды в том, что у нее слишком незначительная роль в третьей части. Во второй, конечно, она побеждает очень жестко. Ну еще 5 минут. Это что же тут были? Ну тупо я встаю, кстати, постоянно. Меня, наверное, во сне тоже постоянно пересобирают. Все, взял. Просто на пробел. Лутаться надо. У меня пустой инвентарь. Уже максимум? А вот это проблема, кстати. Если у меня одни пистолеты, 70 патронов, это как-то жиденько совсем. Еще и не ваншотит. При том, что это стартовые. Такой себе план. А способности? Деформация есть.
Блокирует восстановление. Но для роботов, наверное, не супер хорошо. Опустошение повреждает нервную систему или электронные контуры цели, не давая ей восстанавливать здоровье. Против органиков ХП мне восстанавливает. Ну, неплохо звучит. Но, наверное, сингулярность больше подойдет. А остальные? Ну, очевидно, что бьют пока не так сильно, чтобы я так осторожничал. Блядь. Сука. А где броня моя? У меня щитов как будто вообще не было. Нет, есть, восстанавливается. Это просто сняли мне. Окей. Уже максимум. Ну, это прям может быть проблемой. Это она учеными отвлекает, да? Спасибо. Спасибо. А где он? Кто бы мог подумать? Найс. Ну, я даже не знаю. Наверное, нормально. Переключение, я имею в виду, само собой. Подбегает. Кстати, уже сколько? Минут 10, да? И еще ни одной мини-игры не было. Наверстают еще. Да вроде нет. Вроде бы у нас с Мирандой разные костюмчики. Шепард бы с его жопой не влез туда. Хотя, может, он растягивается хорошо. Сори, брат. На мне, я думал, на герое. Твои. Ты мне скажи. You probably know more than I do. Right, sorry about that. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Конечно, его на фоне белых стен быстро заметили. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Ну, давай. It's your station, Jacob. I'll follow you. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Так, хорошо. Мои способности вот. Вот Джейкоба, а где второго будут?
Ну, вроде довольно удобно. Пока. Falling back. Ready to get the hell off this station? Ну, вопросы остались, но, по-моему, правда, время не самое подходящее. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Погнали. Патроны, но я думаю, по дороге найду еще. Их много вроде валяется. Учитывая, что максимум вообще не такой большой, я думаю, сильно переживать. Нет. Что? Камеру. Блять, вот это я зря, конечно. Камера прям очень близко расположена. Надо привыкать к этому. Wilson, where are you? Server room B. Hurry! They're out of control. Up those stairs, Shepard. God, I'm hit. Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all. Умственная активность снижена, это я точно могу сказать. Our orders were clear. Make Commander Shepard who he was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter his identity in any way, if he's somehow not the man he used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Ну, когда впервые проходил прям... Shepard, down here. Bastards got me in the leg. Я тебя помню, говорит. We need to get off this station. I'm not going anywhere till someone fixes my leg. Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. Можно забиндить на цифры. Ну, я думаю, в дальнейшем и сделаю это. Хотя Shift пока мне кажется удобнее. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? I don't care who set up who. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... О, сейчас сингулярность. А почему он затягивает только двоих? У нее прям... А, врагам-синтетикам тоже наносит, понял. А у нее прям совсем сейчас радиус у меня маленький. Бахнуло нормально. Мне, кстати, писали, по-моему, что... Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project. The
program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Я в полном шоке. Ну, вообще, после первой игры там ни хрена о них толком не известно. Какие-то они там мальца неадекватные, но... Maybe that's a side effect of your recovery. Ну да. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. Ну, если обещаешь. Promise. Ну, смысл спрашивать? Призрак, очевидно, какой-то лидер. Чего ты добиваешься, тоже какая-то глупость. Ну, вперед. Выбраться-то все равно нужно. It's not much farther to the shuttle bay. Что я сейчас добыл? Допустим, деньги. Чел, ну. Думал гранатометом бахнуть, но недалеко стояли друг от друга. Мне кажется, это еще был не тот момент. О, вот это неплохой. А, он еле ходит с ним. Ё, что-то не жестко. Все в молоко. Хотя тоже перегрузку надо было в толпу бить, да? Как ракеты мимо них попролетали? То есть можно вообще что-то в них запустить? Притяжение. Вот, допустим, оно же не выделено таргетом. Нет, кстати, все равно сделал. Отлично. С пистолетиком на расстоянии тяжеловато, может быть. Перегрузка. О, началось. Наконец-то. Вот это, конечно, маленькая деталь, по которой я не супер сильно скучал. Пошли. Ну, мышкой определенно удобнее и быстрее. Геймпадом это было прям очень долго и мучительно. Так, а сохранение какое-нибудь на F5? Да, отлично. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Как вы себе это представляете? You should have taken him alive. See what he knew. Это пиздец. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Я еще раз могу это сказать? Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years.
What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. Вот что значит я умею распознавать ложь? Ну, умею, да. Пиздюнька он. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? А по дороге не могли бы мы это узнать? Проект Лазарь, где была ты? Ну, где была ты? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Двигатели Besides trying to разогревала. save your life? Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. Ну, если честно, я более убедительного ответа ждал. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Хорошо. I've had Вот enough это of this station to убедительно. last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Воспоминание графика во втором было лучше. Ну, в моих точно нет, потому что я на консоли играл. Поэтому я даже не уверен, а где часть ремастера, а где просто ПК графони. В 2К разрешении. Ну, Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are 2 intact. месяца же был. Ask the questions. Или с тех пор, как я в космосе летал. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a colony kid. Lost your parents when slavers hit Mindwar. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? Ну, не то чтобы прям очень хорошо, если вы понимаете, о чем я. No way was I gonna let those slaver bastards send me running. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility, you had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her Это behind? было нелегкое решение, и... Ладно, хотел сказать, что участвовало почти 200 человек в попытках выбрать, кто должен остаться, но я же все равно выбрал меньшинство. Но выбор был непростой. Но это правда был непростой I выбор. left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat Чел, я просто skills управление personally. вспоминал. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Крутая станция. The elusive man is waiting for you in the other room. Хорошо. Мне, по-моему, говорили, что я могу разбросать очки. А, так мне ни хера нет. Разбрасывать-то толком нечего. Я думал, у меня что-то осталось. Пересвечено. В ремастере слишком светло и нет затемнений в некоторых местах. Возможно, дело не в ремастере, а в Благодаря. Я только не помню, где он.
Вот это без HDR. Так лучше? Вроде бы да, кстати, да? Как оху. Могли бы анимации потянуть, но это уже большой кусок работы. Могли бы, конечно, и именно они и выдают возраст игры в первую очередь. Но все равно выглядит достойно. Так получше. Наверное, я согласен с вами, потому что я смотрел, как выглядит HDR, только, ну, сравнивал только в сцене с огнем на корабле в начале, и там, ну, огонь посочнее был. Ну, а весь остальной пролог, ну, меня тоже не покидало чувство того, что выглядит как-то странно. Так получше, глаза не долбят. Вот. Да, мне тоже кажется, так немножко получше. Ну, немножко сильно получше. О. DLC-шная броня есть. Но она ведь и на Нормандии будет доступна постоянно. Понял, понял. Блин, кстати, вообще базовая броня Шепарда в сиквеле очень классная. Мне прям супер нравится. Ее, по-моему, еще и перекрашивать можно. Ну, я, наверное, потом этим займусь. Сейчас, по-моему, это довольно странно. Но на Нормандии поковыряю, конечно. Хотя там вариантов больше на словах, конечно. Ульфик у него роскошный. С подкладочкой. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Лучше всех. I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Ну, потому что Властелина убил. Но почему я, он, допустим, ответил. Но прям стоило ли это настолько много денег? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. Ну, это правда. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. Ну, как символ, точно, точно, точно. I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. А с Альянсом что? If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Про себя пару слов? Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, приходится, короче, с республиканцами, да, немножко? If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Ну, поначалу это жидко звучит. Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. С чего начнем? If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. Она ведь просто волновалась. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted.
Miranda and Jacob will brief you. Ну, выбор у меня очевидно есть. Чего вы ожидаете? Посмотрим, что я смогу найти. I'll get what you're looking for and be back before you know it. Good to hear it. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. Бля, музыка правда It's up to пиздатая. you to do the rest. Ну кайф же. Я что-то думал, на тап инвентарь открывается, Понял. Так, деформация. Блокирует восстановление здоровья, эффективно против брони и биотических щитов. Ну, наверное, неплохо. Бросок закрыть. Сингулярность — это сингулярность. Ну, я теперь вспомнил, почему все ругаются, что у второго Mass Effect очень рудиментарная прокачка. Возможно, совсем чуть-чуть, да. Силу, скорость, частоту, с которой можете применять биотические умения. Ну... О! Увеличивает рейтинг героя или отступника. Это точно надо брать. Все? Все. Ну что? The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. Но у меня-то нет ошейника на шее. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Паре мест бы увеличила, да, размеры? Но там холодновато было. Мое I would have оправдание. implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Что только доказывает, немножко забегая наперед, триквела, что он уже в состоянии своим роботизированным был одурманен. Человек, который, ну, настолько фанатично относился к подобным вещам. Да, тогда хорошо, что он был у руля. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Существо. Stay focused on the mission. Ладно. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the Нового друга elusive man заведу тогда. convinced you to join us, Commander. Ну, я как бы, да. Cerberus gave me my body back. That's worth giving them a chance. One chance. But you're still not convinced. Do you trust me, Commander? Да нет, я тебя знать не знаю. You're part of Cerberus. I'll be keeping an eye on you, too. Fair enough. I can't expect you to trust me just because I ask you. I'll just have to earn that trust.
Давай про Цербер Why did you сначала. join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Корсаром. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge. Жестко, жестко. Он как Ди Каприо в «Отступниках» был. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Я даже уверен в That's all for этом. now. Yes, sir. Я помню, на консоли текст вот такой был. Шепарду удалось покинуть. Так и есть. Перенеся персонажа, вы получили следующие преимущества. 1000 единиц опыта. 120 тысяч кредитов мне отсыпали. Я не помню, сколько у меня было в конце. Ну окей. Вот элементы, иридия, палладия, платины. Ну типа нормально. А если вот интересно, комиксы, ну типа проходишь, дают эти бонусы, не дают? И сильно ли это зависит от моего уровня? Корсар 2 его любимая часть. Что? Вот это все выглядит так, как будто бы я прохожу второй раз Mass Effect на пеке. Но я никогда на пеке не проходил. Или это мне показывают, что будет, когда я завершу Mass Effect, и как бы, ну, это не совсем то. Ничего не получаешь из комикса. Ну, уже что-то. А уровень, интересно, насколько влияет на количество наград. Только на опыт, наверное. В тройке нет дрочки ресурсов, так я и имею в виду, что это как будто на НГ+. Дымок, кстати, идет. Ну, посмотрим. Мне от переноса дали 120 тысяч кредитов. За выслугу дают еще плюс 200 тысяч. То есть, если у меня будет 320 тысяч, то у меня как будто бы пройдено второе. Ну, я не понимаю, ну, что это такое? Гранатомет. Гранатомет. Пока что-то жестко пролетал. Так, ну тут просто денег немножко дали. Окей. Shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Шепард, глава операции. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. We've got no target to go after. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. We're gonna find out who did this and take him down. Nothing gets in our way. Am I clear? Perfectly, Commander. Good to have you here, Shepard. Так и есть. О, снежок. Я что-то не помню. Тут и был снежок.
На консоли, что я не помню, слушай. Так, а на какую кнопку прятать оружие? На Q? Нет, на Q. E это приказы. На R, может, какой-нибудь? Нет. На H. Да. А то уж больно с оружием поп маленький становится. Ну, прям такая замочная скважина. Бля, ебать атмосферно. Очень круто. Мне очень нравится второй Mass Effect. Честно, вот так, ну, тихонько могу сказать. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. О, кстати, уже что-то на фаст раскинулось. Но пользоваться я все равно не буду, я думаю. Ой, не. А как отменить им приказ? On my way. Got it. Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Отбой, просто за мной пошли. Taking cover. Going to cover. Moving to point. Going now. Как у вас дела? Отбой, со мной пойдемте. Как их обратно? Отклеивайтесь. Работать пошли. Серверы. Опачки. Sounds like Fenris mechs. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Насколько я помню, кстати, у Миранды перегрузка была. Нифига, эти поплотнее, чем те, что были. Против брони и биотических щитов. Ну, то есть, по идее, для роботов не подойдет, а этот... Ну, тоже не совсем. А сколько урона наносит? Ну, вот этот против брони. Найс. Ну, что не очень, кстати. Ах ты, сука! Ну, у тебя тоже деформация есть. Двумя разнесем. Сука. И еще один бежит. Блять. Не цапнуло из-за брони, да? Понял. Ну, значит, чуть собра не надо. На этих тогда даже тратиться не хочется. Хорошо. Надо было 2 раза не жать. Но одной почти хватает. Вы там как вообще? Огромная просьба подтянуться.
У меня по оружию еще, что, пистолет-пулемет есть? Дай попробую, кстати. Против щитов и биотических барьеров. С броней справляется плохо. Давай попробуем. Фига его подкидывает. Меня еще сбоку бьют, да? Ай-яй-яй-яй-яй, подхиляться я не могу. Блять. Я забыл про этого типа. Друга моего уже подкинули. Миранда, давай. Очень нужна перегрузка. Да сука. Ну, в целом, привыкнется, я думаю, не страшно. Ну, в смысле, не страшно. Вообще без проблем. Я вот не помню, какие самые сложные моменты были во второй части. Помню в третьей. А во второй прям не помню, чтобы что-то очень жестко душило. Но, может быть, просто забыл. Так, пенициллина раздают довольно... Ну так, щедро. Денежка. Быстро, кстати. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Но оружие все равно не наставляется. Alizora, you served on my ship. You know what I do to people who threaten me. Praza, tell your team to put their weapons away. Damn it, Tali, this is bullshit. Why would your old commander work for Cerberus? I don't know. But if this is Shepard, I don't know. Shepard would have a reason. Cerberus rebuilt me, but I'm not taking their orders. We can discuss the specifics once I know why you're here. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Everyone else is dead. What makes you think Vitor survived? We saw him when we landed. You saw him? Then why isn't he with you already? Vitor was injured, and he was always, nervous. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. You should head back to your ship, Tali. We'll let you know when we find Vitor. Like hell. I'm not letting Cerberus take over. Neither am I, Praza. I don't want to fight you, Shepard. But I can't just let Cerberus handle this. Besides, we need to work together. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. Понимаю. Мы не знаем всей правды. Right now we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Ни за что, почему ни за что? Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Довольно холодная встреча получилась.
Thanks for the warning. We'll take care of him. Болгарский друг Витор. Ну, акцент у них точно такой восточноевропейский. Ух ты. На Q нажал почему-то. Сука. Блять, я случайно вообще промахнулся. Да не... Ну-ка. Я просто промахнулся. А вроде не так мало времени, чтоб я так торопился. Сука. Я попробую. Получилось ровно так же тупо, как оказалось. Так, ну слепую бить не получается. Сука. Вот нам, может, немножко сюда отступим. Перегрузка прям вообще имба. Слишком хорошо. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Ай-яй-яй-яй. С пистолетом пока тяжеловато. И с одной перегрузкой. Жиденько. А у меня даже патроны уже закончились. Блять, прям в лицо. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Affirmative. Going to ground. И боеприпасов для ракетницы. У меня было 2 хороших ракеты и все в молоко ушли.
Он, кажется, не пережил. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Так, щиты сначала перегрузкой надо сбить. О, нихера. Давай так попробуем. Что, вообще перегрузка еле снимает. Тоже слабее, чем хотелось бы. А у них оружие переключается или вообще только одно? Блять. Добери в таргет. Ой, я, кстати, вообще быстро восстановилась. Отлично, план у него был. Надо поднимать. Ну, я думаю, нет смысла экономить. Брони и щитов. Но я так понимаю, она почти урона не нанесет. Давай пустошение тоже попробую ляпнуть. Не фонтан, я думаю. Ну, справились, и ладно. Волки. Космические волки, разумеется. Блять, а вот и ракеты. Так, без спешки. Времени предостаточно. Я там 2000 кредитов, да, потерял? Боюсь, что это может омрачить мне вообще все прохождение. О, кстати. А где мы... Это я на тап нажала, почему ляпнуло что-то. А где мой инвентарь? Как он здесь выглядит и где он? Притяжение, агент Цербера, зажигательные патроны. Притяжение прикольное, я думаю, я возьму. Патроны зажигательные, думаю, подождут. Здоровье, урон, ну, надо брать. Перегрузка. 12, метр 20. 120, 140. Немножко урон и оглушение дает. Ну, какие варианты? Нет инвентаря, он частично на корабле. Хорошо, а где мне тогда посмотреть, сколько у меня денег? Да, блин, нет. Кнопки пока путаются. Вроде бы и нормально все, а вроде бы все равно путаются кнопки. Так, а дополнительная комната вот эта? Блять, нет, все-таки там. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will protect.
Swarms coming, storm coming, storm of swarms. You're human. Where did you hide? Не сильно заметно, если честно, кстати, особенно на здоровом мониторе. Who didn't find us? The monsters, the swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away, but they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them, the monsters, the swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings, electromagnetic, dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Витер пойдет с нами, Витер пойдет с Тали. Тали пошли с нами. Но я помню на самом деле, что она не пойдет, но может быть ей приятно будет. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. Если бы не Тали, то, конечно, Витора надо было бы забирать нам. Тем более под гарантию того, что мы не тронем. И все в таком духе. Но это Тали, и как бы... Тем более она идет тоже на сделку и отдает его инструмент. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Ну, не знаю, по-моему, поначалу на мониторах довольно загадочно выглядит. Shepard, good work on Freedom's progress. Так и есть. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. The data from his Omnitool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Tell me what you know about these Collectors. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers,
It could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? Что за операция? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Что за ретранслятор? Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. The collectors are definitely a human enemy. But how do we know there's a connection to the Reapers? Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. Ну, вообще, с той информацией, которую он дает нам, это звучит несколько притянутым за уши и такое, чем-то на уровне теории заговора. Но я думаю, призрака еще в рукаве как бы хватает доводов в пользу его теории. Ну, сразиться должны, я думаю, да. I hate waiting, but I'll need a team. A good one. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Что насчет спектра? I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Что с моей командой? Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Что про Тали? What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Garus? Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Ну, в целом вы жестко, конечно, подготовились. А Лиара? Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Понял. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Блин, перевод всратый. You'll get who you need. Я вот не помню, такой он и был. Ну, как бы много где теряется перчинка, что ли? Прям суть, конечно, есть. И понять общую какую-то нить несложно. Но перчинка немножко теряется. Найдете кого угодно. Да я-то найду, от вас пользы, что не очень много, если честно. А что еще я Спектр? Я же уже вроде бы это сказал. Так понимаю, это дублируется? Но мы справимся. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust.
Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Жесть. Ну пошли мурашки, ну говорите. Конфеты. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Он побегнул? Ну секон же. Жестко. 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 А как эта музыка с летними ночами у меня ассоциируется, вы бы знали. Ну вот это вот выполненных заданий. Призрак один из тех персонажей, из-за которого я стал курить. Я когда Mass Effect вышел, уже курил какое-то время. Еще и саундтрек его врубал, когда курил, понимаю. Еще и металлик покрасили. Ну, секси Нормандия, ну правда. Я насчет оранжевых ноток не уверен, но в целом. Жестко. %15 к боезапасу. Окей. Ну, денег каких-то дают. Иридия дали. Ну, Иридия это я нашел. Нормандия лучшая девушка. Да. Мне тоже очень нравится. Саундтрек супер топовый. По звуку, кстати, как вообще? Нормально? Не тихо, не громко? Ну, кстати, да, Нормандия Джокера. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Ну, разумно звучит. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Shut that thing down. I don't want it on my ship. Ну, я не так дерзко Have I думал. offended? Shepard spent a great deal of time fighting rogue AI. Geth, mostly. Plus that incident with the Alliance's Hannibal system on Luna. Your distrust is logical, Shepard, unlike the irrational mistrust of most humans. However, I am no threat to you or anyone else. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders.
Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. О, кстати, я помню, можно рыбок купить. Но кормить надо. Так, что сразу насыпают? Коллекционеры, талантливая воровка. О, это сразу DLC-шная. Ну, допустим. Заид Масани. Заид Масани, кстати, самый скучный. Поэтому я его быстро хочу пройти, чтобы он так уже где-то сзади остался. Но начну с Омеги. На Цитадель разумно было бы слетать, конечно. Но вот за Солусом мы сейчас пойдем, поэтому... Биооружие. Соларианский специалист. Клиника в трущобах Омеги. Окей. Спросить Арию про Мордина в загробной жизни. А вождь это кто? Доктор Акир. А, ну это вот на Тучанку, да? Чем не повод? Архангел какой-то. Кто бы это мог быть, да? Опыт работы в небольших тактических группах, эксперт в использовании инструмитрона и отличный снайпер. Капитан наемников. Четкость проводимых операций. Отлично. Что про него пишут? Просто на Омеге. Сарабарик система. А преступница в тюрьме где-то, Джек, да? Доберемся. Повелители пламени и место крушения. 2 сайда. Ну, Повелители пламени эти все тоже не супер интересные квесты, но не смертельные. Даже с Заидом Масани квест не смертельный, просто он не такой топовый, как все остальное. О, кстати, вот кредиты, 345 тысяч. Так получается, все-таки у меня есть бонусы за прохождение второй части? Откуда, я не понимаю. Я же говорю, я на пике вообще впервые прохожу ее. Пошли знакомиться и болтать со всеми. Кто старенький, кто новенький. Блин, кайф. Вторая Нормандия мне очень нравится. Первая была ничего, конечно. С ней у меня проблем не было, но какого-то вот замирания сердца она не вызывала. Вторая же просто пушка. I swear we got some lateral drift. The old Normandy never had that. Да привыкнешь. Ну давай с Джокером сначала. Can you believe сначала. this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. Да, я под хорошего стула тоже не отказался, кстати. To be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Ну, пока все слишком хорошо. I don't trust them. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Leather? Yes, Shepard.
Давай я тебе немножко поговорю. Ну, вообще, Сузи, очевидно, классная. Ну, типа, у меня с ней проблем нет. Я помню первое прохождение, я помню, как у меня вызывало подозрение Цербера, я помню, как я... Ну, прям сильно был заинтригован, настоящий ли это Шепард, он это или все-таки какой-то клон воссозданный и все в таком духе. Можно ли доверять Сузи и все в таком духе. Круто это все было. Во второй раз, конечно, этих эмоций уже нет, очевидно, но все равно супер круто. К тому же я знаю, что все это не пустышки и персонажи интересны. Так что... Твое название, местонахождение, твоя работа. Давай твоя работа. I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Блин, вот столько всего. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances, or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. Мысли вслух, да. Let's discuss something else. Ready. Так, это мы о тебе говорили, да? Do you have a specific inquiry? Это я только про твою работу спросил вообще. Ну, название давай. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. А где ты? Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Okay. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Ну ничего. В резиновую куклу ее засадим, Джокеру гораздо больше понравится. Я уверен. Let's discuss something else. Ready. Ну, я не знаю, что за отсек. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman... Yeah, sitting right here, thanks. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from Ну, наивно answering that такие вопросы задавать, конечно. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Простой, конечно, он как пряник. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Рад был поболтать. Вроде бы все, да? Let's discuss something else. That's all for now. Logging you out, Shepard. Силикон лучше резины. Ну там непонятные материалы будут, но, судя по всему, качественные.
господа, не обращайте на меня внимания. Welcome aboard, Commander. Здравствуйте. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Она разве не как-то иначе выглядела? Если честно, вообще никогда в жизни ее бы не узнал. Но в плане, у нее была какая-то слабенькая моделька. Ну, была. А сейчас вообще какая-то другая. Ну, допустим, спасибо. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Нет. Хорошо, Келли. Okay, Kelly. Anything else? Понял тебя, Родиончик. Ты по поверхностным вопросам не работаешь. У тебя всегда все серьезно. Как экипаж? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Ну, это символический был вопрос. Что делаете? What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Держите дистанцию. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? Что про Цербер думаешь? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. Кто спорит? Да, но есть один нюанс с Цербером. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Ой, ну это... Вы очень хорошенькая. Держался сколько мог. Ну, вы довольно наивны. Ну, я как-то оскорблением не хочу все это сказать. Но вы довольно наивны. You're fooling yourself if you believe Cerberus is noble. I'm sorry you feel that way. I hope time will change your mind. Я тоже надеюсь. Talk about? Как вы сами? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Не стоит. Пока. That'll be all. I'll be here if you need anything. Хорошо. Техлаборатория закрыта, да? Нет ученого, нет лаборатории. Понимаю. Что пишут? Статус команды. А почему эти прям закрыты? Ага. Допустим. Джек, я так понимаю. Вор это Касуми. А тут Масани, наверное, да? А кто еще? Не помню.
Улучшение, про усовершенствование. Эффективность умений, корабль. Ну, ученый нужен, да, опять же. Сообщение архивное, это которое я уже читал, да? Андерсон. Открывать как-то нужно или что? Нет, наверное, тут читать. Самара, еще Легион, Тейн и Кроган. Ну, Кроган отмечен, он доктора Кир. Но вот Самара, Легион, Тейн, да. Хотя, подожди, а убийцы разве не было? Ну, их, наверное, потом еще подкинут. Если дошедшие до меня слухи верны, тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадели. Окей. Он на Омеге? Окей. На Омеге 3 зайцев за раз можно убрать. Повелитель пламени. Это прикольная грустная миссия прощания с Нормандией. Это DLC-шная, да? Про искусственный интеллект. Окей, Касуми. С Касуми классная миссия, конечно. Ну, прям крутая. Я понял. А это как будто бы оправдание того, что у меня осталось не все, что было, да? Да не, спасибо. А как пешком идти многозначительно? Мне нужен такой. Левый контрол, окей. Ну-ка. Бля, важный, да, чел? Так, что там по оружию? Пистолет ничего, крупнокалиберный пистолет тоже ничего, гранатомета 2 есть. Дуговой излучатель. По-моему, он говно, но я могу ошибаться. Давай попробуем. У этих, наверное, пока тоже менять нечего. Тупо база.
пробегусь и смотрюсь. Джейкоб. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. Вы здесь не по моей воле довольно грубоватым. Как-то бессмысленным. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collective threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Так, а поболтать по большому счету пока нельзя, да? Commander, can I help you with something? Ну так, базу давай. How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We Пока don't stand a рановато. chance. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed, like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. Но он не спец по метафорам, да? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Окей. We'll talk later. Я не против. Commander. Я пока поиграть, наверное, тоже чуть больше хочу, чем поговорить. Ну вот, кстати, пулемет слева сверху, это вот топовый, который на корабле находится. Мститель он, по-моему, назывался. Крутой был. Важно, буду стоять. Ну, суть просто спросить, что это за место, да? What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Звучит сказочно, но окей. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. Ну, вообще звучит тупо. That's all for now. Для солдата чисто, да. Ну, я же проходил солдатом в том числе. Для первого прохождения солдат вообще отличный выбор. Так, каюта экипажа. Давай в инженерку, наверное, заскочу. Там сейчас мало чего интересного. А в каюту капитана напоследок.
Внизу, наверное, тоже ничего сейчас нет. О, так Тали все-таки присоединится? Или тут не Тали будет? По-моему, Тали будет тут. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. Смирно. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Как попали? How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Где учились? Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Лучше, конечно, служить на Нормандии, чем на корабле, который называется Перуджа. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. Андерсон потерял политическую власть? Если я не ошибаюсь, призрак прям ляпнул, что чуть ли не 40 миллиардов каких-то ушло. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. Калибровка, да, важна на What Нормандии. kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Окей. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. Ой, What's this area of the не-не-не-не. ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core. Круть. Ну и все вроде бы здесь пока что. Я лифт пробежал.
she'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Поговорить с ними нельзя, но я помню, что у них строчек диалога довольно много. Поэтому можно прям регулярно к ним забегать. Так, я как капитан должен изучить и знать на своем корабле абсолютно все. Понял. Так и подумал, кстати. Могли бы уже во второй раз сделать и общую. Как хотя бы душевые. Кстати, вообще, мужиков, мне кажется, тоже довольно комфортно. Приходишь такой, наелся на омеге какой-нибудь тайской еды, садишься, и вот кто-то другой заходит руки помыть, и ты вот прям в коридоре такой сидишь. Но мне кажется, будущем отдает. Успешным таким. Корабль за 40 миллиардов. Не смогли сделать кабинки в туалетах. Недоработка. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Что, ноют? Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Master Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Чем занимаешься? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. И уборщик, и повар, да. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Как оказался? How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Вообще звучит прям супер сильно не очень. Что думаешь? How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. Ну, я тебя понял. You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Да, определенно. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Да давай. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Джейкоб This понесет list is пакеты. probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? You have everything you need. If you happen to find any of those supplies on the list I gave you, it would be much appreciated. Otherwise, I'm doing fine. I won't take any more of your time. Back to work. Давай. Так, ну сейчас здесь тоже ничего нет. Пошли к старой подруге. Как будто энергетики стоят.
Доктор Чаквас. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Рад вас видеть тоже. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Что-то она как-то сильно менее пожилой выглядит. Это в ремастере подтянули или она просто во второй части такая? Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. Наверное, мне тяжело здесь что-то добавить. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Ну, настрой, конечно, не супер боевой. Рад, что она готова ко всему, но вот это вот я прожила отличную жизнь, мне не очень нравится. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. Передержала, получается. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. А мы из вашего жалования вычтем потом. I'll see you later, С Doctor. процентами. Commander. Access to the AI core is restricted. Так, ну что? Миранда осталась. А вот это что вообще? Мне нравится, что на месте Кайдена и Оленко, во-первых, сделали кухню, а во-вторых, тут чел, который драет толчки и варит дошираки. И это все равно лучше, чем Оленко. Мусорки стоят. Мне кажется, вполне надо было на корабле за 40 миллионов сделать здесь педальку, как в поезде, чтобы он мусор просто в космос выбрасывал. Так, как я выгляжу? Нормально. Commander, what can I do for you? Чем занимаешься? What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Поболтаем. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Что такое Цербер? Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific, but we're all working towards the same goal. We keep our ranks and structure similar to the Alliance. A lot of our recruits started there, but not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality.
Ну, а задачи? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. Круто, только, по-моему, там эти организации официальные ответвления. Кто главный? But those organizations are regulated by governments. No. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Хорошо, а ресурсы? What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Абсолютно никакого. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. Что ты так думаешь? How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Так, ну это я вроде спросил. Ну, там остался вариант «ты совершенно», но это какое-то нелепое говно. Хорошо? Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Там еще, по-моему, был вариант... нифига у нее подушек. Там еще был вариант вроде «поговорить хочу с тобой», и я не знаю, это считается? Commander, думаю, да, конечно. What can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. А куда он постоянно в сторону смотрит? Типа у него же голова выкручивается. Так и раньше было, но я думал, это на консоли какая-то проблема. Ля, ну что, Сузи, что ты про мою каюту скажешь? What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Понял. Где чердак, там я. О, мне, кстати, толчок свой есть. Вот это я понимаю. Зашел, умы... А, кстати, душа нет. А, не, есть вот он, да, наверное. Ну, такое, да. Ну, маленький какой-то, можно было бы пошире немножко сделать. Даже смыв есть. И все.
И все Джейкобу. Да не, мне с Джейкобом нет проблем. Кайфово, кайфово. Если не ради такого становиться капитаном. Почетная медаль. О, посмотрите, у меня фотография Лиары. Какая-то глупая фотка, но все равно это очень мило. А чьи еще могли здесь фотки быть? Ну, Эшли, допустим, да? Наверное, Тали, да, или что-то в таком духе. Ну, это просто ачивки. Они как будто получены. Я вообще ничего не понимаю. Кто прошел мой Mass Effect 2? Вот, кстати, что-что, а я за прохождение ни разу не собирал полные корабли. Сколько было, даже когда я старался. Ну, как старался, не в смысле целенаправленно с гайдом садился или что-то в таком духе. Но в плане я почти всегда проходил Mass Effect довольно внимательно. Читер? Ну, получается, какой-то читер, да. Ну, реально, я вообще не понимаю, в чем дело. Как бы я не против, потому что мне какие-то бонусы за это дают. Но я вообще не понимаю, в чем дело. Так, а это, по сути, то же самое, что и рядом с Чемберс, с Келли. Только у меня дома. Окей. Не знаю, короче. Может, еще кораблики поискать. Блин, у меня так часто умирали рыбки. Просто кошмар какой-то. Ну, наверное, пару раз за все прохождения рыбки переживали. И справлялись со всем. Хомячок еще, по-моему, куда-то ставится. Наверное, где-то здесь хомячок. Мне, кстати, казалось, что фотография здесь была где-то. Или это уже в третьей части. Так, шкаф брони. Ну, пошли. Внешний вид броня. Давай с брони начнем. Типа, пока у меня никакого нет. По шлему N7. Разведчик. Я, кстати, такого не помню. %5 урона от оружия. Блин, даже не знаю. Вроде бы и немножко говном выглядит, но вроде бы и не совсем. Плюс 5% урона. Здоровье плюс 5%. И тоже здоровье. Блин, но оно, наверное, в роликах, в сценках, я имею в виду, геймплей, будет совсем кринжово выглядеть. Ну давай попробуем, может, не знаю. Нагрудники, наплечники, пока ничего нет. Материал немножко есть. Меня, наверное, устраивает. Можно из синя черный прям сделать. Я вообще помню, что я что-то в таком духе делал. Но сейчас, конечно, мне это немножко наивным и нелепым кажется. Я такой какой-то темно-бордовый делал. Может быть. Я сделаю его из... А, слушай, вот такой вот, наверное, какой-то я делал. Просто привычки ради, может, и сейчас такое сделать.
Не, узоры мне не нравятся. Так, ну по сути только к шлему вопросы. Блин, оставлю стандарты, наверное, пока что. Это какой-то совсем клоунский. Рыбочка пришла. Ладно, дай попробуем. А я применить нажал? Надо, наверное, применить. По-моему, вот этот самый адекватный. В этом я на ученого похож. А в этом на стриптизера. В домашнем такой. Кто в домашнем так ходит? Супер Майк. Толстовка, кстати, ничего. Штаны дурацкие. Хотя у меня похожие были когда-то. Я сейчас посмотрел, кстати. Я, наверное, почти в каждой шмотке ходил, кроме вот этого и вот этого. А так я и в толстовке ходил, и в куртке. Блин, ну мне прям такие куртки не очень нравятся. Он на папича похож больше, чем на какого-то типа нормального. Может, худи тогда оставить? Это ответственно. Никогда не мечтал сыграть за папича. Как бы, а кто не мечтал, да? Я не против кожаных курток, но это прям странное. Не могу выбрать. Они все по-своему кринжовые. Давай, допустим, в байке, потом переоденусь. Буду подходить ко всем, все будут думать, что я в неформальном режиме к ним подхожу, а я потом буду говорить... Заказывать прохождение игры про папича. Я, кстати, не смотрел ее. А я буду, короче, их шугать и говорить смирно, невольно и вот это вот. Невольно есть же такая команда, я думаю. Косуха базовая очень, да. Пам-парам. К этой... Карии зайду и такой, опачки. Так, ну что, погнали. Что рыбка зашла и все равно в проходе стоит. Commander, you've received a new message at your private terminal. Кто мне смс-ки шлет? Раньше такую хотел себе. Ну, в 2010-м она была чуть менее базовая. Буся, что ты делаешь? Все нормально вообще? Легла на пол и что-то воображаемой лапкой ловит. Рыба? Что ты делаешь? Выглядывает глазик один. А какое сообщение? Она меня надурила? Ты обманула меня. How may I help you, Commander? Что за приколы? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Шо, Бусь? Прыгай на креслице сзади. Пока. That'll be all.
I'll be here if you need anything. Давай. Что ты развалилась? Пришла за любовью. Я пока не могу дать любви. Так, а как оно? А топлива нет, да? По-моему, как-то раньше еще какое-то топливо было, или это в третьей части было топливо, а тут можно летать сколько угодно. Ну, все, пошли на Омегу. Да, есть топливный склад, значит, и здесь есть. Место крушения Нормандии. Я что-то так, с трудом пока вспоминаю. Топливо в третьей части. Ну, при этом топливный склад есть. Что я с трудом вспоминаю, как тут исследования происходили. Ну, не в смысле с зондами. Зонды не забыть. Пройди игру один раз, и ты их не забудешь. Я проходил с десяток. Пошли. Выстроенное в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида. Убежище для преступников, террористов и оппозиционеров. Фу, блядь. Оппозиционеры. Манюшенька, рыбочка моя, я Саня. Прыгай на кроватку, жди меня, я через какое-то время освобожусь, потискаю тебя. Я тебе сегодня тискал, поэтому не жульничай. Оставалось безлюдной в былые века и заброшенной. Снова обживали изгои. Необычная конструкция и изящный внешний вид. Развилась спонтанно. Ну, стильно она выглядит, о чем речь. Нет центрального правительства, ни лидера. Никто не помнит, чтобы когда-либо было. Население почти 9 миллионов. Ну, такая почти Беларусь. А по официальным данным, я думаю... По неофициальным данным, я думаю, вполне себе Беларусь. В другую систему расходуется, понял. Посети сразу планету, где Нормандия упала. Ну, я думал это сделать с членами Нормандии. Экипажа. Ну, то есть, как минимум, Гарусом и вторым, не знаю, кого-нибудь еще. Про Омегу DLC в третьей части хорошая. Я не помню, что в какой части, но помню, что... Да, я помню просто DLC хорошие. Отправляйся на Цитадель лучше. Ну, я, во-первых, ради атмосферы хочу на Омегу. Плюс там ученый, Архангел, Заид. Ну, то есть довольно много сразу зайцев можно стопнуть за раз. А там уже лететь на Цитадель. Следующий. Хотел сказать, что там магазинов много, в которых можно полезным закупиться. Сейчас вспомнил, что мне же накидали за какие-то воображаемые прохождения денег. Пошли. Дай-ка прыгай на кроватку. О, кстати, мы Манюше, наверное, не рассказывали. Купили лабиринтик такой. Довольно потешная просто труба такая раскладывается. И она там тусуется. На Цитадели дадут молоток получше. То, что накидали из DLC. Ну, я же говорю, то, что накидали там как будто за прохождение второй части. Не знаю, не помню про какой-то молоток. Мне кажется, альтернативный внешний вид у Миранды хуже основного. Причем на порядок. А у него нет. Подлетела немножечко или нет? Запас здоровья отряда возрастает. Он звучит неплохо.
И оружие, отряд. Ну, слушай, хорошо звучит. Все, раз не гладится, тогда Манюша уходит. В альтернативном скине у нее уже и жопа не так выделяется, так что да, гораздо хуже. Во второй части уже тогда появились DLC косметические за $3. А я сразу же... ну вот который диск у меня на полке лежит, это еще вот с тех пор я его как купил, так никогда и не продавал больше. И у меня там сразу с бумажкой шло, где все косметические DLC были. Или оно на PlayStation выходило сразу с DLC. При этом я помню, я докупал что-то. Сейчас, секунду. Зажигай. Наверное, какие-то большие DLC я докупал, а всякие мелочевки, по-моему, сразу шли. Лучше бы умение качал не пассивку. Да сейчас еще все наловится. Так, оружие я уже посмотрел. Все говно. В ремастере тоже все вшито. Ну, я же говорю, на PlayStation тоже все почти сразу было, кроме крупных. В духе Касуми. Leave, Fargate, now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. Да, дурацкий член на мне. Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Когда смогу, приду. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Arya waiting. Afterlife, now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Я не знаю почему, мне почему-то казалось, что в Mass Effect 2 есть мини-карта. Я, очевидно, ошибался, да? Ее тут не было никогда. Так, а в настройках как-то отображение шлема можно убрать или нет? А что за управление стрельбой было? Ну, как будто бы нет такого, да? Окей. О, вот и Масани, все как бы. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. I hear we have a galaxy to save. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission.
That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Дело нормально, дело. Go ahead and get set up on the Да, лайф Normandy. играет, да? Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up Very a mission funny. a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Если будет We'll время. get to it if we can. Our mission takes priority. I know you've got bigger fish to fry. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Мне вообще не нравится шлем. Ну вот мне казалось, что и здесь так есть функция в диалогах отключить, а если нет, то, блин, не хочу со шлемом ходить. Жаль, что актер Масани умер. Ну, актер играет круто, но я же говорю, как персонаж Масани мне, ну, прям меньше, чем кто нравится. Да опять же, и миссия-то у него не такая плохая, она просто на фоне остальных простенькая. Там такая вандамовщина какая-то изевая. Боже, насколько загрузки быстрее, просто кайф. No messages for you, Commander. Да уж понятно. Меньше, чем Джейкоб, да. Джейкоб на предпоследнем месте. Плюс у него сайд-квест довольно прикольный. Джейкоб на предпоследнем месте, 100%. Ну, сайт у Джейкоба мне даже нравится. Там сам Джейкоб не то чтобы сильно с интересной стороны развивается, но сайт у него ничего. Как персонаж не задумывался вроде, но такое ощущение то же самое. Но опять же, есть Касуми, которая тоже изначально как персонаж не задумывалась, как будто бы. Но она же крутая. Квест не офигенный, и все в таком духе. There's a recruiting station at Afterlight that may have information on him. Опачки. Где вид на Омегу? Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Ты ближе к таким пятнам стой, и можно будет обойтись и без обеззараживания. Сделаю вид, что я этого не заметил. А так всегда и было? Нет, ну здесь как будто бы к чему-то крепится, а вот здесь вообще просто какой-то текстуры нет. Слушай, ну и тут в 2К разрешении, конечно, прям спрайтом воняет. Ну как бы все еще атмосферно, но технически ограничения консоли несколько поколений назад, которые были, прям чувствуется. Ну это вообще мелочи. Омега все равно супер крутая.
За что он там зацепился? Я думаю, на рынок я чуть позже схожу. Очевидно. What are you looking at? The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Что старая, добрая, внезапная, бессмысленная агрессия. Пятерочка, ну это на пятерочку было. Вот это уже чуть больше похоже на клуб, да? Куда они вниз смотрят, как будто там еще какие-то уровни есть. Кидаться жестко можно или нет? Ну еще одну. Я 2 года был. Завяз. Ну что, чат, последнюю. За вас. Самого крепкого и самого дешевого пойла. Сюда. Все, спасибо. Ни в одном глазу, кстати. Вообще ни в одном глазу. Купить бренди. Да, сколько стоит? Иди, пожалуйста. Так, ну что, сразу карри? Или что там внизу есть? Смелость, чтобы очаровать Арию. Нео справился, и мы справимся. Кстати, уже почти отпустила. Где я сейчас? Это тоже загробная жизнь? Я не помню, кстати. Да, реально тоже Afterlife. Ну, какой-то попроще зал такой. Для низов. Одну мне еще не наливали. В этом зале. Ну, он Никитос тоже понимает. Чувствует. Блять, откинулся. Откинулся, сука. Say something, Commander. Что-то мне плохо. How much did I drink? One drink. That's all it takes. Ну, это ясно был не я. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Прикольно, я этого, может быть, даже не видел.
Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you, that's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Прикольно. Прикольно. Какая раса криповая, кстати. Так, а как вернуться? Ну, это как будто бы маркетплейс. То бишь не сюда. Как вообще эта раса называется, я честно не помню. Там какая-то зорька или как они называются? Зорка. Ну, атмосфера во Afterlife нормальная. Так, это нижний. А, это куда проход? Вип-зона, да? You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? Что это значит? Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Ну ты Kept me вытерпел. around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. I should be going. Хорошая история про Арию. Здрасте. Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. But you drank? You should get. Wait, you don't want me to.
Now, drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Прикольно. Ну, это так и есть. Жестко я и потанцевать могу. Ну так, лайтово. Не Bloodlines, конечно. У меня есть жвачка, да? Про меня болтает, вспоминает какую-то старую историю, с чего вдруг. That's close enough. Это в ролике прошел Шепард, я остановился. Джейкоб вообще никуда пистолет не направил, просто в лестницу. Stand still. Try it and you'll be scanning the inside of your colon. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk, you get scanned. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Именно так это и переводится, не спорь. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. Смотрел так на батарианца, съебал. So, what can I do for you? So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer? Mind your own damn business. Да я и не это спрашивал, да Шепард спросил, какую-то глупость. Вплоть до того, что вот я ведь Шепард, я не совсем понимаю, что он пытается сказать, сейчас опять напорит какого-нибудь говна. Она любит так драматично с дивана подрываться, да? One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you.
I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morton. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. I'm trying to track down Archangel. Он уже сел. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Какие нам нужны? I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Sounds like that might be our ticket in. They're using a А эти private у room входа for стоят все recruiting. это время, да? Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Sounds like I don't have much time to waste. You've got all the time in the world. Archangel? Not so much. Ну, такие дела. Так, ну что, я думаю, на сегодня можно сохраняться и закругляться. Уже в следующий раз, собственно, с Омеги начать. Может сесть за какой-нибудь столик и поболтать, потом найти Архангела, Мордина, ну и в целом позаканчивать здесь все. Ну так, я, конечно, немножко подзабыл, насколько пролог большой, поэтому не совсем, наверное, поболтать вышло. Вот, но в остальном, не знаю, мне мягонько зашло. Надеюсь, вам тоже. Поэтому считаю, что сегодня даже заканчиваю на таком довольно конфетном, интересном месте. Потому что Омега классная, Омега интересная. Там много крутых ситуаций. Такие дела. В следующий раз запущу, наверное, не в субботу следующую, попытаюсь в четверг. Но это так, планы-планчики. В целом будет видно, в Телеграме отпишусь. Вот. Спасибо, что были. Рад был всех видеть, хоть и поболтать толком не получилось. Люблю, целую. Хорошего вечера, сладких снов.